Юрий Шатунов – российский музыкант, певец и автор песен, получивший популярность как юный вокалист легендарного «Ласкового мая» группы, которую называют первым советским бойс-бендом. Повзрослев, Юрий начал сольную карьеру, однако немалую часть его репертуара составляли песни, сделавшие его знаменитым в конце 80-х: «Белые розы», «Вечер холодной зимы», «Старый лес» и прочие. Обладатель многих престижных музыкальных премий, для миллионов россиян он был не просто любимым певцом, а символом ушедшей навсегда эпохи, на которую пришлась их юность, время, когда впереди была вся жизнь. В последние годы жизни Юрий боролся за право исполнять песни «Ласкового мая». Он лишился его после конфликта с Андреем Разиным, которому принадлежали все авторские права. И в июне 2022 года суд встал на его сторону, но спустя неделю артиста не стало. Детство и семья. 6 сентября 1973 года у Веры Гавриловны Шатуновой и Василия Владимировича Клименко родился сын, которого назвали Юрием. Вера и Василий проживали в городе Кумертау в Башкирии, но рождение сына, как это часто бывает, не сблизило их, а напротив, еще более осложнило непростые отношения. Поэтому Юра не получил фамилию отца. С первых дней жизни малыша Вера поручила заботу о нем своим родителям, проживавшим в поселке Пятки. Спустя 3 года женщина ушла от мужа, но не сразу забрала сына к себе. В 1977 году, когда умерла бабушка Юры, а Вера нашла новую любовь и переехала в небольшую деревню Савельевка, мальчик стал жить с мамой и отчимом. Односельчане вспоминали, что сожитель Веры был человеком вспыльчивым и пьющим. Юру полюбить не смог, и из-за частых скандалов мальчик часто уходил из дома к родственникам. Нина Гавриловна Долгушина, сестра матери артиста, рассказывает, что в конце 70-х Юра жил в ее доме в селе Старая Отрада и ходил в местную школу. Нина Долгушина пела в ансамбле народной песни при Доме культуры. Женщина вспоминает, что ее племянник музыке не учился. Он имел идеальный слух от природы и мог подобрать на гитаре или на гармошке любую мелодию. Пытаясь устроить личную жизнь, в 1982 году Вера определила сына в интернат, а через 2 года скончалась. Причиной смерти 29-летней женщины была названа сердечная недостаточность, однако ее родственники и знакомые полагали, что на исход заболевания повлияло злоупотребление алкоголем. Оставшись сиротой при живом отце, который жил с новой семьей в Кумертау, но судьба сына, видимо, была безразлична, Юра некоторое время жил в интернате Кумертау. Мальчик приезжал на каникулы к Нине Гавриловне, единственному человеку, проявлявшему интерес и заботу к нему. Но период взросления и осознания своей ненужности отцу не могли не отразиться на его поведении. В 1985 году Юра попал под внимание сотрудников правоохранительных органов из-за бродяжничества. Руководитель детского дома, расположенного в Акбулаке, Валентина Тазикенова, присутствовавшая на комиссии, где решалось, в каком заведении продолжит жить и учиться трудный подросток Шатунов, прониклась к нему сочувствием. Под свою ответственность Валентина Николаевна оформила мальчика с пронзительными голубыми глазами в детский дом, в котором работала директором. Через год Тазикенову перевели в Оренбург, назначив руководителем школы-интерната номер 2. Юра последовал за Валентиной Николаевной, который привязался, как к матери, однако формально оставался воспитанником Акбулакского детского дома. Сергей Кузнецов, работавший в середине 80-х во втором интернате города Оренбурга, руководителем музыкальной студии, рассказывал, что новый директор интерната познакомила его с Вячеславом Пономаревым, своим бывшим воспитанником, вместе с которым они и решили создать музыкальный коллектив. Именно Слава Пономарев предложил взять вокалистом 13-летнего Юру, обладавшего, по его мнению, не только требуемыми вокальными данными и совершенным слухом, но и симпатичной внешностью, что казалось основателем группы «Ласковый май» важным условием для достижения успеха. «Ласковый май» официально годом рождения группы, которой было суждено стать символом эпохи перестройки, считается 1986. Первое выступление коллектива, состоящего из Сергея Кузнецова, автора песен, басиста Вячеслава Пономарева, вокалиста Юрия Шатунова и Сергея Серкова, отвечавшего за светомузыку, состоялось в декабре 1986 года в Оренбургском доме культуры. Первые же песни, написанные Сергеем Кузнецовым, такие как «Тающий снег» и «Метель в чужом городе», трогательно исполненные Юрой, сделали группу звездой оренбургских дискотек.
Неизвестно, вышла бы слава молодого коллектива за пределы города, если бы запись с песнями детдомовцев, которая распространялась усилиями некоего Виктора Бахтина, работавшего недалеко от железнодорожного вокзала Оренбурга и помогавшего реализовывать кассеты, не попала к Андрею Разину, в то время менеджеру поп-коллектива «Мираж». Композиции «Лето», «Ну что же ты», «Белые розы», «Седая ночь» и другие впечатлили Разина. Молодой менеджер сделал ставку не только на узнаваемый жанр европопа, но и на трагичность истории о талантливом мальчике-сироте, живущем в детском доме и поющем о неразделенной и такой чистой, совсем детской любви. До 1990 года группа выпустила более 10 альбомов, композиции «Ласкового мая» звучали на всех дискотеках из окон домов и престижных столичных районов. И из окон домов рабочих окраин музыканты давали по несколько концертов в день, собирая по 50 тысяч зрителей. Популярность «Ласкового мая» музыкальные критики сравнивали с популярностью The Beatles. Ведь на концертах российской группы девушки также падали в обморок и готовы были на все ради автографа любимого артиста Юры Шатунова. Оно и понятно, ведь в СССР не было оформленной подростковой музыкальной сцены. Коллектив занял эту золотую для музыкального рынка нишу. Молодежь, уставшая от пионерских речевок и постулатов в стиле «всегда готов», с удовольствием слушала песни о первых ошибках молодости, неразделенной любви и граничащих с наивностью откровениях. В армию молодого человека не призвали, поскольку гастрольная жизнь причинила непоправимый ущерб его желудку. Это породило миф о том, что Разин дал миллионную взятку военкомату, чтобы его подопечного не забирали на службу. Это лишь один из многих мифов о Шатунове и «Ласковом мае», среди которых, например, байка о том, что Юра – внебрачный сын Элвиса Пресли. Осенью 1991 года, после большого тура по городам Соединенных Штатов Америки, певец покинул группу. Ему исполнилось 18, и по его собственным словам, он стал чувствовать дискомфорт от того, что уже много лет находится в образе мальчика-детдомовца, и понял, что должен идти дальше. «Я действительно очень устал от бешеного ритма, но тогда я совершенно не представлял, в каком направлении мне нужно двигаться», признался Юрий в интервью. Жизнь после «Ласкового мая». По словам артиста, уйдя из коллектива, он некоторое время жил в Сочи и вел почти затворнический образ жизни, отдыхая от бесконечных концертов и внимания поклонников и журналистов. После его ухода не стало и самой группы, и очень скоро Юрий понял, что о нем начали забывать. Несмотря на то, что в конце 1992 года певец принял участие в знаменитых рождественских встречах Аллы Пугачевой, он в полной мере понял смысл выражения «выпасть из обоймы». Следующий всплеск интереса к персоне Юрия был связан с трагичным событием. В сентябре 1993 года произошло убийство его друга Михаила Сухомлинова. Миша был клавишником «Ласкового мая», а также выходил на сцену вместо Шатунова в фальшивых составах группы. Когда в 1991 году коллектив почти прекратил существование, дружба Сухомлинова и Шатунова не померкла. 28 сентября Михаил заночевал у Юрия в квартире, которую певцу подарил мэр Юрий Лужков, а утром, когда друзья выходили из подъезда, мимо проехал автомобиль, раздались выстрелы. Как позже заявил Андрей Разин, в 2000 году убийцу обнаружили. Им оказался психически больной человек, и изначально он покушался на жизнь Шатунова. Переезд в Германию и сольная карьера. Вернуться на сцену и заявить о себе, пусть и в качестве звезды прошлых лет, Шатунову снова помог случай. На Юрия вышли сотрудники агентства, которое занималось организацией концертов российских артистов за рубежом, и пригласили его в Германию. Новым продюсером Юрия стал Аркадий Кудряшов, а его первое выступление перед бывшими соотечественниками и немцами, желавшими познакомиться с российской музыкальной культурой эпохи перестройки, по его словам, прошло на ура. За первым концертом состоялся еще один, а потом еще и еще, и в конце 90-х музыкант взял билет в один конец и обосновался в Германии. В 1998 году Юрий получил образование по специальности звукорежиссер. В период с 2001 по 2013 год он выпустил 5 студийных альбомов и снялся более чем в 10 видеоклипах. На концертах Юрий исполнял как ремиксы уже знакомых поклонникам группы «Ласковый май» композиций, так и новые песни, открывавшие россиянам более зрелого и глубокого артиста, способного на нечто большее, чем незатейливые песни о неразделенной любви.
За песню детства в 2009 году артист был удостоен премии «Песня года». Он является автором и музыки, и слов. Также престижные награды он получил за композиции «А лето цвета», «Седая ночь» и «Тет-а-тет». В 2015 году Юрию на юбилейной церемонии премии «Звуковая дорожка» была вручена награда за вклад в развитие российского шоу-бизнеса. Личная жизнь Юрия Шатунова. По признанию самого артиста, женским вниманием он не был обделен никогда. Отвечая на вопросы поклонников, Юрий откровенно рассказал, что ни одну женщину ему не пришлось завоевывать. Ни одну, кроме жены, ради которой ему пришлось научиться говорить комплименты и стать внимательным. С девушкой по имени Светлана Юрий познакомился вскоре после переезда в Германию. В 2006 году, 5 сентября, она родила ему сына Денниса, а через год стала его официальной женой. Бракосочетание Светланы и Юрия состоялось в Мюнхене. О жене популярного артиста известно лишь то, что она была на 3 года младше него и по образованию юрист. Осенью 2007 года Деннис был крещен в храме Андрея Первозванного в городе Сочи. Его крестным отцом стал Андрей Разин. Спустя 6 лет Светлана подарила Юрию дочку, которая получила красивое имя Эстелла. Создание семьи и рождение сына и дочери артист называл своими главными достижениями. Лишенный в детстве родительской заботы, старался отдать всю любовь, на которую только способен, своим детям. Физическую форму Юрий поддерживал, играя в хоккей, которым увлекся еще до периода ласкового мая, и катаясь на горных лыжах. Другим увлечением Юрия – компьютерные игры. Он вел здоровый образ жизни, не употреблял алкогольные напитки и считал, что лучший способ расслабиться после концерта – это выспаться. Конфликт с Андреем Разиным. Летом 2019 года поклонники Шатунова были немало огорчены заявлением, что их кумир больше не сможет исполнять любимые хиты группы «Ласковый май». По информации СМИ, под запрет по причине передачи права собственности попали самые известные и любимые композиции культовой группы, среди которых оказались и легендарные «Белые розы». По некоторым данным, конфликт певца и продюсера начался с того, что Разин продал права на использование композиции «Ласкового мая» предприятию «Честная музыка», генеральным директором которого является Рахбари Вадим Кязым-Аглы. Со времени начала разногласий конфликт оброс многими деталями, не все из которых, однако, имели место быть. В действительности еще в 2006 году Андрей Разин по решению суда получил право на почти 30 песен группы «Ласковый май». Как заявил продюсер, после распада группы Андрей Разин купил права у автора песен Сергея Кузнецова. Продюсер уточнил, что на песни Юрий Шатунов не претендовал, в суде свои требования не заявлял, а даже напротив, сам отказался от исполнения песен, объяснив свой поступок тем, что он решил сменить имидж подростка-детдомовца. В свою очередь Юрий Шатунов опроверг слова Разина, обвинив его в непорядочности. Известно, что с новым владельцем песен Разин и Андрей Гуров заключили договор, который разрешает им исполнять песни за определенную в официальном документе плату. По словам Разина, Юрий отказался от заключения договора с ООО «Честная музыка». Осенью 2019 года Шатунов заявил, что у него имеются все документы, подтверждающие, что истинным правообладателем является он. Однако за защитой своих интересов он не обратился и никаких доказательств не предоставил. Последние годы жизни и смерть. В конце 2019 года конфликт Юрия с бывшим продюсером и крестным отцом его детей вышел на новый уровень. По действующему законодательству никто не имеет права ставить под сомнение вступившее в законную силу решение суда, согласно которому в 2006 году Разин стал законным правообладателем почти 30 песен группы «Ласковый май». Однако на сторону Юрия, без которого, возможно, группа и не смогла бы достигнуть успеха всероссийского масштаба, встали такие звезды отечественного культурного пространства, как Лера Кудрявцева и Лев Лещенко. После того, как в шоу Андрея Малахова был показан небольшой фрагмент выступления Разина, который пел песню «Седая ночь», его заподозрили в использовании голоса Юрия Шатунова. О нечистоплотности Разина высказался Лев Лещенко, обычно избегающий резких суждений и конфликтных ситуаций. А телеведущая Лера Кудрявцева заявила о том, что Разин получает удовольствие от участия в судах, что не может быть признаком нормальности. В декабре 2019 года состоялся концерт Юрия Шатунова в Минске, во время которого он исполнил и спорные песни
Андрей Разин прокомментировал выступление бывшего подопечного, заявив, что с началом 2020 года тот не сможет исполнять песни группы «Ласковый май», так как это будет считаться воровством, и законный правообладатель сможет привлечь певца к ответственности. В 2021 году Юрий Шатунов появился в рекламе снеков вместе с TikTok-блогером Даней Милохиным. Сюжет ролика был основан на том, что обе звезды выросли в детском доме. В кадре они встречаются, и Даня выражает искреннее уважение к кумиру детства. Фоном к ролику стала их совместная композиция «Не сдавайся». Шатунов несколько лет продолжал тяжбу с Андреем Разиным за право исполнять песни «Ласкового мая». 16 июня 2022 года суд наконец признал, что Юрий имеет право исполнять композиции коллектива. Разин же отметил, что только на территории России. Авторские права на группу зарегистрированы в США, но впутываться в американские суды у него нет ни возможности, ни желания. Тем не менее, Шатунов, назвавший слова бывшего друга предсмертными судорогами, праздновал победу. Но всего через неделю после триумфа в суде СМИ сообщили о смерти Юрия Шатунова от острой сердечной недостаточности. Он умер в ночь с 22 на 23 июня. Юрию было всего 48 лет, и ничего не предвещало беды. У него были запланированы 2 больших концертных тура по России. Коллеги Юрия, с которыми он, когда все произошло, вместе отдыхал в подмосковном селе Растуново, пояснили, что у артиста случился обширный инфаркт. Ему вызвали скорую, но диспетчер предложила отвезти Шатунова в ближайший травмпункт самостоятельно. Все машины были заняты. В травмпункте сказали, что случай слишком тяжелый и помочь здесь ничем не смогут, надо везти в больницу. За Юрием и его друзьями вызвали бригаду, которая приехала на очень старой «Газельке» без необходимого оборудования. Юрий скончался по пути в больницу. Прощание с Юрием состоялось 26 июня в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Проститься с кумиром приходили тысячи людей. Гроб Юрия был усыпан белыми розами, а рядом поставили любимый аккордеон артиста. Не обошлось без скандала. Многие люди делали селфи на фоне покойного и недоумевали, когда их просили прекратить.